Давайте теперь отойдем от мультяшных игр и отправимся в суровое будущее игры Contra Alien Wars. На дворе 2036 год. Коварные пришельцы во главе с Ред Фальконом вторглись на Землю, уничтожая целые города. В американской версии мы играем за Джимбо и Салли, потомков Био Рейзера и Лэнса Бина, хорошо знакомых нам по оригинальной контре для NES. С винтовкой наперевес нам предстоит пройти 5 уровней нескончаемого экшена. Вообще-то изначально это была контра для 16-битной Super Nintendo, но разработчики решили портировать ее на Game Boy. Конечно же, графика превратилась в 8-битную, а некоторые уровни были очень сильно урезаны. Вы наверняка скажете, что это плохо, а я скажу, что это сделало игру более дружелюбной. При этом это все еще контра, и пройти ее будет не так просто. Но все же геймбой-версия получилась не такая ураганная, как на SNES, что лично меня порадовало. Набор оружия здесь все такой же разнообразный, но нести можно только одну пушку, в отличие от SNES-версии, где оружие можно было переключать. Уровни с видом сверху, которые использовали режим Mode 7, теперь статичные, как в Super Contra. При этом я удивлен, что разработчики сумели сохранить катание на танке в первом уровне, и оно работает без особых подвисаний. Боссы все такие же монументальные и занимают почти весь экран. Конечно, из-за уменьшенного разрешения 160 на 144 пикселя играть немного тесно. Поначалу игра казалась мне очень сложной, но перепроходя уровни по несколько раз, я понял, что играть весело, а главное, это не так сложно, как на SNES. В целом, эта карманная версия понравилась мне больше за счет умеренной сложности и небольшой продолжительности. Плюс здесь имеются пароли, с которыми тренировать игру становится еще легче. Я бы назвал Contra Alien Wars для Game Boy скоростной контрой, в которой приятно поиграть на перерыве. А если вы любите пожестче, то версию для Super Nintendo никто не отменял.